Привет, друзья! В предыдущем ролике мы начали работу по ламинации зеркал от Audi Q7. В этом мы покончим с ними. Надеюсь, мы не заставили вас долго ждать. Итак, поехали! На ламинированные карбоном зеркала я нанес 12 слоев смолы для линзы. Рекомендую именно 12 слоев. Это поможет избежать случайного прошкуривания во время подготовки и хорошо отразится во время эксплуатации. Не слишком тонко, чтобы накосячить в дальнейшей работе, не слишком толсто, чтобы по зазорам детали отличались от оригиналов. Обычно готовое изделие имеет толщину примерно на 0,7 мм больше, и это практически незримо при установке на штатные места. Начинаем работу по подготовке зеркал к лакировке. Для начала нужно обрезать излишки углеткани. Это удобно делать бормашинкой типа Dremel и подобными жужжащими собратьями. В качестве фрезы мы используем фрезу Dremel номер 562. Структура ее поверхности идеально подходит для обработки углеткани. Также эту фрезу можно использовать и в работе со стеклопластиком, и в разных других сферах композитной деятельности. Обязательно, настоятельно рекомендую использовать защитные очки и перчатки. Кстати, идеально подходят перчатки с прорезиненными пальцами. При случайном прикосновении крутящейся фрезы к перчатке ее не наматывает на бормашинку. Как и ваши мозги. Для удаления пыли при обрезке облоя углеткани удобно использовать промышленный пылесос. Таким образом, большая часть пыли и мусора сразу удаляется, не ограничивая видимость в суровых условиях работы настоящего карбонщика. Обрезаем углеткань максимально близко к детали, максимально близко, но не цепляя пластик. Так что рассчитывайте свои силы и опыт. Когда основной слой обрезан, можно легкими движениями подточить то, что осталось. Фрезу Dremel 562 можно приобрести в различных интернет-магазинах, а также ее можно заказать у нас вместе с набором для ламинации карбоном. Далее мы прогреваем детали под инфракрасной лампой. Можно и в печи, если есть. Температура постотвердения 45-50 градусов. Делается это для того, чтобы смола просела во время работы, а не на автомобиле. Прогреваем детали 3-5 часов. На видео заметно, как проявилась структура углеткани после прокаливания. Именно это и называется просадка смолы. Приступаем к вышкуриванию зеркал. Берем наждачку 80 градации и равняем все зеркало строго по его форме. До тех пор, пока не будет невышкуренных участков и деталь не станет идеально ровной. Вышкуриваем торцы зеркал.
Затем делаем то же самое 120 и 240 наждачкой. Задача в работе 120 наждачкой убрать риску от 80 наждачки, а в 240 соответственно от 120. Красным скотч-брайтом матуем те поверхности деталей, которые будем в дальнейшем красить в черный цвет. В нашем случае это вся внутренность зеркала. Плотно скрученной наждачкой удобно обрабатывать труднодоступные места. И далее проходим все торцы 240 наждачкой, чтобы в итоге было все без риски, даже там, где не сильно видно. Приступаем к следующему этапу. Перемываем зеркала 400 и 800 наждачкой с водой. Делать это нужно круговыми движениями, всей плоскостью ладони или специальным бруском, для того, чтобы не испортить геометрию детали. Не забываем также про торцы. Обычно на этом этапе детали начинают проявлять первые признаки истинной красоты карбона. Между градациями наждачки воду лучше сменить на чистую. После процесса вышкуривания будет не лишним вымыть детали обычным моющим средством для посуды. Далее сушим зеркала. Можно обдуть сжатым воздухом или поставить под тепловой вентилятор. Главное, чтобы не осталось и капельки воды. Обезжириваем торцы и внутренние части деталей. И красим тонким слоем черной краской. Для того, чтобы на торцах проявились возможные кратера, которые не зальются лаком. Кратера шпатлюем финишной шпатлевкой. И вышкуриваем 240 наждачкой. Снова протираем и обезжириваем торцы и полноценно красим зеркало. Можно 2 слоя с промежуточной сушкой 10-15 минут. Оклеиваем малярным скотчем внутренность зеркал, те места, где нежелательно попадание лака, а также те места, где будем клеить палочки. Приклеиваем детали на подставке с помощью термоклея. Протираем весь карбон 646 растворителем от черной краски, которая попала на зеркала, когда они чернились. Протираем несколько раз новой салфеткой, смоченной растворителем, пока салфетка не будет чистой. Иначе потом останутся разводы от черной краски.
После этого обязательно протираем детали обезжиривателем. Разводим акриловый лак по инструкции, указанной на банке. Обычно это 2 к 1. Даем лаку постоять 5 минут и добавляем разбавитель. 5-10%, зависит от густоты лака. Используйте разбавитель для акриловых красок и лаков. Не используйте растворитель, не стоит экономить на таких мелочах. Снова тщательно перемешиваем и даем этой смеси постоять 5-10 минут. В качестве краскопульта сейчас я использую SATA MiniJet 3000. Мини-джеты особенно удобны при лакировке небольших деталей. Сначала я немного обдуваю всю деталь, не до конца нажимая на курок, а потом уже приступаю к лакировке. Первый слой красим тонким сухим слоем и оставляем детали на 10-15 минут. Красим равномерно со всех сторон, а также красим торцы. Второй и последующие слои уже густо заливаем лаком, но тут важно не перелить, чтобы не было подтеков. Я обычно делаю 3-4 слоя лака с промежуточной сушкой 15-20 минут. Через 24 часа детали можно отполировать, если в этом есть необходимость. Всем спасибо, все свободны. Друзья, желаю вам приятной работы и качественных деталей. Подписывайтесь на канал Харлита, оставайтесь с нами. Спасибо за просмотр. Не судите строго, в карбонте круто. С вами был Алекс Харлита. Спасибо за внимание. Если вам понравилось это видео, возможно, вам понравятся и другие видео на нашем канале. Вы можете поддержать наш канал, поставив лайк или сделать репост в соцсетях.